Знаете, начинать новое дело всегда непросто. Но именно такие моменты формируют нашу жизнь и помогают расти и развиваться. Меня зовут Шамиль, я новичок на YouTube, и здесь я буду рассказывать про всевозможные инвестиции. Ведь инвестировать можно не только в акции, но и во что-то необычное. Из названия ролика ты уже знаешь, что речь пойдет об инвестициях в мед. Но что если я скажу тебе, для этого не нужно владеть участком, не нужно обладать знаниями и опытом в пчеловодстве, не нужно ухаживать за пчелами, даже не нужно переживать о доставке меда. Сегодня мы рассмотрим инвестиции в компанию «Моя пасека». Их идея очень проста. Они берут на себя весь процесс пчеловодства, включая заботу о пчелах, обслуживание ульев. Также они дают возможность брендировать свой мед. Моя цель – через личный опыт показать, что в целом представляет собой инвестирование в облачную пасеку, начиная с первых шагов. И, конечно же, отвечу на вопрос, стоит ли вообще инвестировать в липкий бизнес. Вообще, о пользе меда знает каждый. И я не буду тратить твое время на это. Но если ты захочешь освежить знания, то оставлю ссылку под видео. Ну так вот, как я к этому пришел. Однажды я листал шортс и наткнулся на нечто любопытное. Мне попался ролик, в котором один блогер получил много меда со своим изображением. Как любитель пчел я не смог пройти мимо. Тут же зашел на сайт, и мне предложили управлять личной пасекой без хлопот и получать свой мед каждый год. Звучит отлично, подумал я, и начал активно намекать жене на будущий подарок. После настойчивой серии комплиментов жене, мне на почту пришло письмо с сертификатом и словами благодарности за популяризацию пчел и пчеловодства в целом. Дальше я остался со своим сертификатом наедине и не знал, что делать дальше. Спустя неделю я вспомнил о существовании личного кабинета и решил зайти, чтобы выбрать этикетку. Но ничего похожего я там не обнаружил. И только спустя... Хотя давайте по порядку. Для начала пройдемся по всему сайту, и потом я поэтапно расскажу о своем опыте. Попадая на сайт, можно ознакомиться со всеми преимуществами облачной пасеки. Сайт неплохо оформлен и отвечает на большинство вопросов. Первое, что нас ожидает, это знакомство с пасекой. Она самая большая в России. И хотя тут и написано более 1500 ульев, на самом деле это не так. Когда я собирал информацию о проекте, я наткнулся на статью, где было написано «Статья от 2020 года». И в ней указывается 5000 ульев. Так что на данный момент, скорее всего, еще больше. Если кто-нибудь из представителей смотрит это видео, то сделайте, пожалуйста, на сайте вкладку, чтобы можно было смотреть количество ульев онлайн, пчел и все, что с этим связано. Идем дальше. Далее описывается основная концепция облачной пасеки. Здесь показаны фотографии самой облачной пасеки и ответ на главный вопрос: зачем мне собственная пасека? И тут в ход идут очень убедительные аргументы.
От себя бы добавил, что при инвестировании в подобного рода проекты вы помогаете в популяризации пчел. А это важно. Еще нам обещают каждые 2-3 недели отчитываться о приросте меда в ульях. А дальше запустить собственное приложение, в котором можно будет отслеживать всю картину онлайн. Звучит немного спорно. Конечно, приложение это круто. Но в мире и так много информационного шума, и получать лишние уведомления не совсем хотелось. Кстати, за все время владения я не получил ни одного уведомления. И спасибо за это. Лучше воспользоваться группой в телеграм-канале. Там публикуются актуальные новости, жизнь на пасеке, конкурсы и все, что связано с проектом. Только вот о группе я узнал не сразу. Ссылка на телеграм-канал находится в конце сайта и не особо приметная. Я только сам 2 месяца назад узнал о существовании группы. Идем дальше. Сколько меда соберут мне пчелы? Здесь представлена небольшая математика. 80 килограмм меда в хороший год с одного улья. 80 умножаем на 5000 и получаем 400 тонн меда. Конечно, масштабы поражают. Но не будем задерживаться на этом. Идем дальше. Нам предлагают несколько вариантов покупки. Улей целиком, или его половину, или 1/8 улья. Или, как они здесь мило называют, пчелоквартира. Здесь прямо просится шутка, но мне ничего в голову толкового не приходит. Поэтому предлагаю так. Напишите свою лучшую шутку в комментариях, а я разыграю 1000 рублей случайному подписчику. Только, пожалуйста, пометьте хэштегом «пчелошутка», а то неудобно будет искать среди 1000 комментариев. Двигаемся дальше. Самая интересная часть для инвесторов. Во сколько обойдется все это удовольствие? Здесь есть несколько тарифных планов. Начнем с пчелоквартиры. За 7700 нам предлагают от 4 до 6 килограмм меда. И далее 2700 за ежегодное обслуживание. То есть в первый раз ты покупаешь все под ключ, в последующие годы ты платишь только за сервисное обслуживание улья. Также дается гарантия не менее 2 сортов меда. Тут так и есть, только опять важно понимать, что это в год не менее 2 сорта. У меня уже был горный, цветочный, майский. Если, конечно, вы хотите определенный сорт меда, то тут так не выйдет. Пчелкам не скажешь: собери мне цветочный. Но это может быть и минус. Почему ты смотришь? Потому что ты соврал только что. Что? Ты сказал, мне приходило минимум 2 сорта меда. Он один раз за то, что весь цветочный отправил один раз извинительный мед. Нет, извинительный мед, отправил просто вообще в целом. Я потом в Телеграме нашел группу. Так он только один сорт отправил, цветочный. Точно? Только цветочный был, и он тебе один Нет, добавил. минимум 2 сорта в год. Не за раз, не за упаковку. Вот. За что он отправил в тебе? Там, он был один дед, продавал свою пасеку. Он у него весь мед этот выкупил. И всем инвесторам раздал. Так, идем дальше. Здесь обещают бесплатную доставку по Москве. Для меня, живущего очень далеко от Москвы, доставка обходится прилично. Можно выбрать Почту России, СДЭК и что-то еще. Мед упаковывают в стеклянные банки по 500 грамм. Спасибо. Тут без комментариев, все так и есть. Хотя банки классные, я в них храню тмин. И самое крутое, на мой взгляд, это выбор дизайна этикетки. Можно будет выбрать из 6, 10, 15 вариантов для таунхауса и целоулья соответственно. В моем случае этикетку выбирала жена, так как это был подарок, и я до последнего не знал, как будет выглядеть баночка с медом. И теперь еще один важный момент, на мой взгляд. Технический момент. Так-то лучше. Продолжим. Еще до вложения в любой проект важно понимать, как из него выходить. В данном случае создатели сами пишут о возможности выхода и как оно пройдет. Или он. Неважно. Вообще не каждый пишет о возможности выхода при презентации своей бизнес-модели. Я бы даже сказал, единицы об этом пишут. Поэтому всегда изучайте возможности выхода из бизнеса, прежде чем войти. Надо бы сделать чек-лист на будущее при изучении нового бизнеса. Один пункт уже есть. Кстати, уважаемые зрители, если у вас тоже есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. И еще один, третий немаловажный момент – это проверить, как происходит выход из бизнеса на самом деле. Да, я как этот блогер буду
шорты снимать скоро. Только не на вещи, а на бизнесы. Так как обещают одно, а на практике выходит совершенно по-другому. У меня как раз есть ролик в разработке про такие недобросовестные случаи. Вернемся к нашим пчелкам. Как происходит выход из пасеки на самом деле, спросите вы? Я тоже задался этим вопросом. Только не на входе, а при написании сценария к этому ролику. Поэтому учитесь на моих ошибках. В общем, я написал в телеграм-канал Георгию, и вот что он ответил. Все оказалось довольно просто. Нужно написать в поддержку, указать номер пчеловладения, и вуаля, остается подождать. Но хотелось бы видеть такую функцию еще на сайте, то есть в личном кабинете. Кстати, технический момент. Мед получаешь 2 раза в год, в июле и в октябре. Но для этого нужно заказать до 1 июля. Иначе придется ждать следующего пчелосезона, то есть следующего года. Дальше по сайту приводятся аргументы в пользу вложения в медовый проект. Можете изучить самостоятельно. А я продолжу рассказ про свой опыт. Теперь пройдемся по личному кабинету. На главной странице показаны все пчеловладения. У меня это пока только пчелоквартира. Ниже нас встречает огромный баннер, который подталкивает к расширению. Ну и это, собственно говоря, вторая вкладка. Здесь можно добавить пчелоквартиры, улей, таунхаус. Появляется такая корзина, где можно купить дополнительно ульи. Следующая вкладка – это счета. Здесь показаны все транзакции. Однако не показаны транзакции продления. Я оплатил уже 24 год, и здесь оно не отображено. Но показываются неоплаченные. И их никак не убрать. Идем дальше. По вкладке «Сбор меда». То ли это глюк, то ли так и задумано. Пока что показывается сезон 23 года. Здесь бы я посоветовал поменять картинки. Идем далее. Во вкладке «Данные» можно указать свои личные данные и выбрать тип доставки по умолчанию. По мне, пока Почта России самая выгодна, особенно в мой маленький городок. В целом есть ряд предложений по улучшению сайта. Первое. После оплаты добавить описание, что будет происходить дальше. Имеется в виду или направить в телеграм-канал, или описать, что нужно подождать пчелосезона и вам отпишутся в ближайшее время. Краткую информацию. Второе. Добавить в личный кабинет ссылку на телеграм-канал. Третье. Перерисовать значки во вкладке «Счета». Просто для большего соответствия. Четвертое. Добавить в личный кабинет разные статистики. Сколько меда было получено, сколько банок отправлено, и так далее. Пятое. Сделать вкладку, чтобы можно было выбрать этикетку в личном кабинете. Или опять же направить на менеджера. То есть больше функционала в личный кабинет. Седьмое. Добавить больше информации о создателях проекта. Они вроде мелькают то там, то тут по новостям, а вот целой картины как-то нигде особо не нашел. Упоминаются только вскользь. Понимаю, эта информация не всем может быть интересна, но есть такие, как я, которые очень даже любят почитать, что стоит, так сказать, за созданием проекта. Восьмое. Как я говорил раньше, сделать интерактивную вкладку на сайте. Это бы более оживило сайт. И все любят занимательную статистику. Девятое. Добавить дорожную карту развития проекта. К примеру, запуск того же мобильного приложения. И какие вообще в дальнейшем плюшки у них ожидаются. Так любой попавший на сайт сможет увидеть историю проекта, что с ней было и к чему она пришла. И будет понятно, что проект никем не заброшен. Я понимаю, ребята все еще развиваются. Если вдруг кто-нибудь из создателей проекта увидит мое видео, то вот мои рекомендации. Я все еще не понимал, как оформить этикетку, и решил отложить это на некоторое время. Однако спустя месяц я получил на почту письмо, где оповестили о том, что настало время выбрать этикетку. Это я отдал на аутсорс жене, так как это был ее подарок, и я хотел, чтобы она сама мне выбрала этикетку. Сами ребята из пчелошеринга предлагают разработать этикетку по вашему ТЗ стоимостью 3000 рублей. За эти деньги вы получите 2 варианта и 4 правки после выбора. Однако, если у вас есть собственный макет, то можете использовать его, что я собственно рекомендую. Вообще, выбор этикетки – одна из главных особенностей моей пасеки, поэтому не пренебрегайте этой возможностью.
После я снова забыл о проекте, пока со мной не связались в Телеграме. В августе мой мед был готов к отгрузке. Вообще я сомневался, что мой мед доставят в такую даль. Я живу далековато от Москвы. Но менеджера ничего не смутило. И вот уже наконец, в конце августа я получил свою первую партию меда. Я был в предвкушении, но мои ожидания разбились о берег реальности. Я получил всего 1 килограмм меда, то есть 2 банки. И еще и доставка обошлась 900 рублей. Конечно, это не их вина, что в такую даль такая дорогая доставка. Третий омрачивший момент был связан с кристаллизацией меда. Позже менеджер ответил, что кристаллизация зависит от множества факторов, учитывая сорт меда и холод. Логично, подумал я, ведь пока СДЭК доставлял мед, он мог замерзнуть по пути. Хотя подождите, на дворе же был август. Но если все же кристаллизация меда вас напрягает, то менеджер дал отличный совет. Шамиль, победить кристаллизацию достаточно просто. Вы можете сделать водяную баню, потому что у вас баночки в стекле. Вот, погреть мед, и, соответственно, он обратно вернется в жидкое состояние. Просто это надо делать не на очень горячем огне, то есть соблюдать там где-то температуру в районе 30-40 градусов, не более. Мед был вкусным, да и ради 1 килограмма не хотелось заморачиваться. Поэтому идею заработка я отложил на вторую партию. Ну а пока можно подвести промежуточный итог и определиться с будущими доходами. На сайте написано, что за 1 килограмм меда получается 450 рублей. И если посмотреть цены в ближайших магазинах, то можно узнать, сколько накручивают розничные сети. Я так и сделал. Цены разнились от 500 до 1000 рублей. Звучит уже выгодно. Однако на сайте не берется расчет доставки. Получается, на первую доставку меда у меня получилось 3600 рублей. Отличное начало инвестиций, подумал я, и, вооружившись оптимизмом, стал ждать следующую партию. И вот, спустя 2 месяца, в конце октября, менеджер вновь постучался в мой телеграм с готовой второй партией. На этот раз я решил заказать доставку Почты России. И вот спустя 2 недели томительного ожидания я забрал свою посылку, отдав за это 900 рублей. В этот раз было 9 банок, 4,5 килограмма меда. Как только я распаковал мед, я был твердо уверен заработать на нем. И включив свои навыки предпринимателя, я тут же выложил его на Авито. Еще я попросил друга выложить пост через группу Viber. Да, этот мессенджер все еще существует, и кто-то им пользуется даже как торговой площадкой. Забегая наперед, скажу, что ни одной банки меда я там не продал. За публикацию на Авито я отдал 60 рублей и стал ждать. Объявление провисело почти месяц, и я уже было отчаялся. За это время я успел раздать 4 банки меда друзьям, и 3 банки меда решил оставить себе, так как жене он очень понравился. И вот в конце декабря раздался звонок. Мне позвонил мужчина, который заказал сразу 2 банки меда. Мед я выложил за 600 рублей банку и уже готов был получить свои 1200. Однако мужчина попросил доставить мед на промзону. Да, я в объявлении указал, что доставка бесплатная. Супер маркетинговый ход, который не сработал. Ну да ладно. Пришлось потратиться на такси туда и обратно. 280 рублей. Мужчина получил свой мед, остался доволен. Итого я в плюсе на 920 рублей. Оставшиеся банки меда были под охраной жены. А значит, меда больше не осталось на продажу. Самое время подвести итог. За все время я вложил почти 10 тысяч рублей и отбил 1200. Не самый лучший итог. Расстроен ли я? Да. Буду ли я инвестировать еще? Ответ тоже да. Вообще, проект уникальный. Я раньше ничего подобного не видел. И как у успешной бизнес-модели, у них уже есть конкуренты. Их, я надеюсь, тоже в будущем буду обозревать. Команда моя Пасека и, в частности, Олег – большие молодцы.
По сути, они доставляют мед прямо от пасеки до твоего дома, при этом минуя все розничные магазины. Пчеловодство – это серьезная наука, и об этом я знаю не понаслышке. Все свое детство, каждое лето, я помогал своему дяде с пчелами, и это очень трудоемкий процесс. О пчелах нужно заботиться. Им нужны ветеринары, их нужно подготовить к зимовке, нужно обновлять постоянно семью, имеется в виду матку. Вообще это тяжелый и затратный процесс. Еще их нужно перевозить с места на место, чтобы они добывали вкусный мед. Что еще? Потом весь этот мед нужно откачать и расфасовать. И в ходе всего этого возникают еще непредвиденные процессы. Все эти амортизационные вещи. И добавьте туда еще налоги. К чему и все это? Однажды Эйнштейн подсчитал, что без пчел человечество продержится всего 4 года. Может, он и не прав, но популяризация пчел очень важна. И даже если я не смогу на этом заработать, а я попытаюсь обязательно еще раз, что я за бизнесмен, который попытался всего лишь один раз? Все равно буду поддерживать проект. Дорогая, идем пить чай.